Для всех, кто ищет капельку уюта, кто сердцем любит сада красоту, откроем дверь, где каждая минута похожа на заветную мечту. Здесь пахнет мятой. Зеленая комната приветствует вас. Игорь и Валентина находятся в отпуске. Им хорошо. Мы посещаем садовые центры утром, а в обед идем загорать, отдыхать. Ну и вас с собой берем. Естественно, мы, как всегда, ищем что-то новое для себя, интересное. И для вас будет интересно, я надеюсь. Заехали в другой город. Да, называется Лорет-де-Мар. Лорет-де-Мар. И вот что нас тут встречает. Это пепероми, как же это все. И вот же бегония, рекс разные. Ой, вот это красивая какая. Мне понравилась. Посмотрите. Ну, не очарование, у нее черный вот этот вот ободочек. Стоимость 5,90. Совсем ничего. По сравнению с нашими швейцарскими ценами, ребят, это ничего, если сказать. Так, дальше идемте, Игорь Иванович. Я вас поведу как Сусанин. Вот такой бразил, красавец. Сколько он стоит? 12,50. Это дороговато для бразила. А тут просто кашпо висит. Ну, вот хамидорея, как фикус, вот такую вот пальмочку купить 3,30 для дома. Очаровательная пальмочка. Ну и дальше вот идет у нас эпипремнум золотистый, 7,50. Такие вот все виды эпипремного. И сциндапсусы. Вон там сциндапсусы. Валя, ничего не подписано. Полностью полагайся на свои умственные достижения. Нету, я ж в отпуске. А Вот. у меня, думаешь, есть? Декабристы. Вот такие вот. И вот красивые эти репсалисы, и горошек, как я называю, седум. А это, вот это, как он тоже седум? А, это синец всего. Интересно, вместо листика вот такие вот, как шарики. Извиняюсь за мой маникюр, он уже сошел об песочек. Вот такая пеперомия. Красавица. И вот хоечки. Хоя карноза. Замечательная. Посмотрите, красивая. Они чем-то побрызганы. 12 чем-то. Ну, тут от руки написано, я не все вижу. Вот такое вот. Посмотрите, красавица. Название не знаю ее. Это надо через Google, а здесь плохо работает интернет. Хоя, Валь. Ну, хоя, да. Ну, кто собирает хой, тот знает, что это хой. 12,80 стоит. Это вот уже полезло вверх. Вот это мне знакомо. По-моему, у меня А такая вон есть. написано, Валь, хоя какая? Вот, Где? а вон поднял. Карноза. Они Карно- пишут карноза и все. Да. А вот красивая тоже. Узор красивый. Посмотри. Вот листики, покажи. Красивая. Вот плющи, аглонема 19. Также, Игорь, подключайся. На К, Валя, кротоны. А вот эти удобрения специальные. Вот удобрение Витал для домашних растений. Красивое что-то. Стоит 9,20. А тут для чего? Биосфера плантас. Ну, это для домашних растений. Помогает расти, как я вот вижу, так по стрелочкам. Здесь находится НКП. И фосфор, и нитраты, и кальций. Ну, тут телансия, мимоза, садовые украшения. Пойдемте дальше, Игорь Иванович.
Вот маленькие спатифилумы, пепероми, монки маск. Интересно, сколько здесь стоит это хлорофитумы? Красивые, правда? А цены что-то нету. 8 евро. Красивые. Вот папоротник какой-то, вот то, что я, наверное... Красивый какой папоротник. 8,90. Посмотрите. То он от солнца так краснеет. Красивый очень. Ну, и тут марантовые, гебу блю. Очень такой. Тут опять хвои с этой стороны. Пойдемте дальше, Игорь Иванович. Ну и тут вот папоротники различные. Фиалочки. Вот это тут красивый. Это что, бабочка на нем? Нет. Это листик. Бабочка. Бабочка, Валя, оставь. Бабочка, Она правда? притворилась листиком только. Я думала, глянь. Я Нет. не знаю, Игорь. Ну это... пусть. Ну Она притворилась. мягенькая. Лапками держится. И вот такая красота. Вы смотрите, нежная такое вот. Санитарио. Эфорбия. Мили. Мили от слова миленькая. Мили. И вот такой вот маленький папоротнички стоят. Вот красивый папоротничек. 3,70 всего-навсего. Вот такой папоротник стоит сколько? То же самое. Вот на таком папоротнике у меня щитовка как села, так и пришлось мне его выкинуть, потому что я не хотела заразить все растения щитовкой. Вот такой вот. Еще папоротничек красивый. Ну и тут, как же без рождественского дерева. Посмотрите, цветет и пахнет. Ну вот здесь, в Испании, не сильно ощущается подорожание. Ты знаешь почему? Почему? Потому что приятные цены на горючее. Да, это точно. Пойдемте дальше, Игорь Дешевле, Иванович. чем здесь, в Европе нет, по-моему. Вот красивая это сансеверия, зеланика. Вот она, чем красивая, у нее узор другой красивый очень. Мне нравится. У меня нету зеланики. Но я думаю, в ближайшем будущем я куплю себе ее. Ну, тут папоротники, седумы разные. Вот это вот что у нас? Мимантус какой-то. Немантантус. Ну, красивый, да? Сочный. А сколько он Каждый стоит? по-своему красивый. Да, крокодил вон внизу, посмотрите. Папоротник крокодил. Здесь цены нету. Бесценные. Ну, красивые, очень красивые. Смотрите. Крокодил чуть под... Это алаказия. По-моему, слоновые уши. Сейчас не определишь по ней. Ну, ушки еще, Валя. Ушки. Ну, я же говорю, еще не определишь, насколько. Ну, и тут вот все синдапсусы, эти разные. Но тут написано, что это все коллекционное. Ну, это уже вот филодендрон. Это тоже тут филодендрон написано, желтый. Кто на что? Вот этот вот эпипремнум. Посмотрите, ой, красавец. Покажите ближе, Игорь Иванович. Узор какой, посмотрите. Очень красивый. Ну, а тут дальше филодендроны, сансеверия. Вот это сансеверия. Сколько она стоит? 8,80. Хорошая, плотная. Вот. Я сегодня постараюсь ее... Ну, хани. Вот это дороже стоит. Это, как его, антуриум. Это хани тоже сансеверия. И вот нас встретила алаказия фрайдек. Сколько же она тут стоит? Есть варигатная, а есть вот такие вот. Но я как читаю, что многие варигатные растения, кроме тайского созвездия, уходят в зелень. Поэтому страдать не обязательно. 17,50. Когда-то стоило 40. Листик новый выбивается, он, смотри. Красивый, да? Вот такие вот сансеверии 16,50, а такие более здоровые, ну, в смысле, ростом большими, они по 23,50. И вот такая вот филодендрон. Ой, такая прелесть. Вот этот зеленый филодендрон.
Он будет очень крупные листья у него. И стоит он всего-навсего 8 евро. Ну, это замечательное растение. У него лист доходить будет до полуметра. Вот его, видите, новый распущенный уже такой. Само растение маленькое, а лист очень огромный. Вон такая Это локазия поле, есть. да, поле алаказия. Вон детки уже ее пускают, видишь, деточки. Ну, это клубеньки там. Ну, и тут вот билетео, филодендрон. Ой. Ой. 8,90 билетео. Замечательный цвет, это, ну, растение. Оно, во-первых, не требует ничего до, ну, как, не долили и ладно, перелили и ладно. Не нужен особый уход. Не нужен, да, особый уход, и он вообще замечательное растение. И оно ценное, его ценят. Ну, вот такие вот еще, это у нас кто? Забыл. Зеленые растения, вот, насаждения. Хорошо, Игорь Иванович с нами. Ну, Так, сколько она стоит? подскажу вовремя. 11 евро. Ой, какие красавцы. Посмотрите, эпифилиум гибридный. Вот такой, как у меня, только другого, ну, как размера, стоит 23,50. Рипсалис. Нет, это эпихитик какой-то. А, рипсалис, да. 52. Рипсалисы здесь дорогие. И вот такие вот дорогие. Я вот заметила в одном садовом центре, в другом. Вот это тоже рипсалис коралл. Когда-то он стоил 8 евро, а сейчас он будет стоить где-то 23, да, вот 23,50. Вот это эпифилиум. Какая прелесть, красота. Тоже стоит. Сколько он стоит? А нету цены. Ну, тоже, наверное, 23, раз он тут в одной куче висит. А вот 52, вот это косточки я их называю. У меня такой растет, тоже хороший. Я довольна им, но он цветет. Посмотрите, вот такой цветок у него будет красивый. Ну, у тебя такой только Да. оранжево-желтый. Вот такой, тут что-то тут примученный. Вот парадокса, моя любимая. Вот это я хочу рипсалис парадокса. Все его о нем мечтаю, но здесь мечты тоже не сбываются, потому что он стоит 23,50. Хотя у нас он стоит 40 и 50 франков. Вот такой у меня есть. 32 евро вот он стоит. Такой точно есть. Тоже хорошее растение, но я ни разу не видела, чтобы он цвел. Ну, может, зацветет, да, Игорь Иванович? Ну, должен. Ну, вот Смотря какая парадоксу я купила. моральная обстановка в квартире. Так, драцена. У нас всегда хорошая с тобой. Ну, будет цвести, значит. Вот. Также вот традисканция, волосатая какая-то, но она присушенная, вяленькая. Дальше вот такие традисканции и вот такой вот кактус. Тоже. Сколько он стоит? Красивый какой. Посмотрите, какой красавец. Сколько он стоит? Можно я... Подожди, не надо снимать. Вот. Нету там цены. Я уже смотрела. Как же так? Вон наверху будет, вот эту поверни большую. На горшке должно быть. Нет, вот на этикетке. 52,50. Вот, всего-навсего. Но он цветет розовым. Ну и тут вот Пестики-тычинки. начинки, как Игорь Иванович называет. Перейдем к другому ряду. Мы вас сегодня замучаем показами. Драцены различные. Замякульскас. Замиокулькас, да. Вот тут вот маленький замиокулькас. Хорошо, он уже растет, видите. Выпустил там вот эти вот побеги. Стоит 8,40. Ну, это обыкновенный замиокулькас. Если брать там другие сорта, ну, тут нету такого редкого. Скажите, Игорь Иванович. Сейчас. Спатифилы, Спатифилы. носы, Носы, точно. диффенбахи, кактусы, фикусы. Все есть, все, что душеньке угодно. Вот, ну, что еще меня привлекло? Пойдемте, Игорь Иванович, я покажу.
наши. Ну, тут все для, как сказать, удобрения, все, защита растений и так далее. Что я нашла? Это я нашла гормоны. А где они уже? Вот. Видите? Кто в Испании, вот эти гормоны очень хорошо для роста корневой системы. Вот. То есть они улучшают состояние корней, болезни убирает, гниение и так далее. И вот такой вот серо-универсал, тоже очень хорошее удобрение для всех растений. Хотя тут нарисованы вот такие, но это растения, они в Африке растения. Ну, еще тут сейчас буду спрашивать ассистента. Мне нужно от трипса и от всего более... У нас они стоят очень дорого, поэтому мы будем акцептироваться на этот. Вот от тараканов карандашик. Кукарача называется. Кукарачи. А кукарача? Тут даже есть, я заметила, отрава от этих колорадских жуков. Вот от этого мучнистого червеца, видите, цена 15,90. От мучнистого червеца и от тли. Ну, а это тоже самообрызгивать. Это удобрение, по-моему. Я не по-испански, я извиняюсь, я очень вот плохо. От колорадского. Да, вот от колорадского жука, от бабочки. Вот, брызгать 17,50. Так лучше картошку купить и все, и не мучиться. Ну вот это вот гербициды, это, по-моему, когда садовый участок там от этих травить. А вот инсектициды, вот от мучнистого червеца. Вот даже щитовка нарисована, видишь? Нимфа называется. Тут все вот от мучнистого, инсектициды. А мне надо, фунгицид, тоже хороший. И вместе надо, чтобы оно было инсектициды, вместе специально. Я когда-то брала здесь в Испании. Пестициды, гербициды, Валь, может? Не, гербициды нет. Гербициды вот для кактусов. Вот такой вот. 8,90 стоит. Пойдем дальше, Игорь Иванович. Может, нашим зрителям не так интересно гербициды. Дальше вот у нас тут монстеры. И вот такая красота. Это фикус. Вот такой фикус стоит у нас 45,90. У меня такой же есть, только у меня фикус Ли. Он вот такие тоненькие листочки. Замечательный, не вредный. Советую всем. А здесь и помидоры. И надо посмотреть, нам надо травы купить домой. Малина. Почем же тут малина? Так, где малина, Валя? А вот черная смородина. А вот это черника 12,50. Ее, кстати, на балконе можно выращивать. Ну, а тут папоротники различные. И помея бататас какая-то. Вот, плющи. Много что мы не знаем. Я не знаю, что это такое, вот, например. Что это такое и с чем его едят. Ну, наверное, тоже что-то. Вот такие вот хорошие растения. Это вот традисканция. Сколько она стоит? 13,90. Вот так повесил на балконе, она растет себе. Но поливать не забывать. Она традисканция любит полив. Вот. Это я не знаю, что это такое. Пойдемте дальше. Дальше вон кактусы, а то у меня аж плохо. Я адениумы смотрю, кактусы Я вон на смотрю. улице сколько, глянешь. Ну, это мы потом сейчас зайдем туда. Вот адениум такой вот, сколько он стоит, цветущий. Это адениум роза пустыни называется. Он уже обрезанный. Ну, это как прививка называется, была у него. И стоит он 13,90. Для адениума он долго растет, поэтому это недорого. Ну, тут разные суккуленты, кактусы. Ничего пока интересного не вижу. Вон крученный кактус 33 стоит вот этот вот в Но середине. твоего белого призрака нет, Валя.
Но белый призрак мы уже забронировали, Игорь. Уже в другом садовом центре. Мы уже открываем тайно, что мы будем покупать. Ну, вот такой вот тоже крученный. И с этим сколько вот стоит? Это интересно. Все, вогнала. Сколько стоит? Нету цены? Нет. Ну, неважно тогда. Мы все равно брать его не будем. Ну, что меня привлекло? Внимание, это стапелия. Но она маленькая. И называется хирсута. У меня стапелии разные есть. И вот такой я, вот, ну, опять коллекционная. Это у нас что? Кто? Эфорбия. Дальше что? Вот такой вот шарики можно взять. Они потом будут... Вот стапелия хорошая. Вот хороший кактус. Он ценный. 5,90. Дальше вот тут покажите, Игорь Иванович, что тут у нас творится. Чего только нету. Это тут тоже нравится. Тут все одинаковое, ничего такого нету особенно. Там кактусы. А вот такой же ты, Валь, купила или хотела купить? Ну, вот такой я еще куплю. 3,50. Это кто у нас? Седум. 3,50. А вот такой я хотела купить. Какой ты показывал? Ну вот, Вот 9,90, а там 17. блин. Ну, вот так это пойдет тоже. Ну, вот это алоэ вера. Тут вот эти разные кактусики. Дальше тут все суккуленты смешанные с кактусами. Ой, замечательные растения. И цена им по 3,50. Это очень дешево. Можно что-то выбрать себе. А внизу ничего такого нету. А вот напротив тут. А вот, пойдем, они в открытой форме, можно посмотреть. Ну, тут такие маленькие. Вот это такая есть у меня. Красная растет. Апунция есть. Вот такой я что-то разочарована в этом во всем. Господи, думаю, что там такое. Вот это вот что-то такой кактус страшненький, 6,50. Все пересохшее какое-то. Или не надо их поливать? Ну Или- это что, привитые вот так, да? Да, вот так отрезают и ставят, и пленкой закрывают, и оно прививается. Да, ни к чему это, по-моему. Вот опунция, возле нее, у нее такие плохие эти иголочки. Вот. Главное, Валя, не пятиться назад вот перед этим растением. Чтоб не сесть. Будешь меня просить потом хирургическое вмешательство делать. 8,90. Стоит он дорого, большой, крупное растение. А это 8,90, отлично. Пойдем ну, хотя дальше. прививать, вот смотри, розы прививают на шиповник. Да. И они очень выносливые тогда. Может, и этот? Вот мне интересно, вот этот, видишь, он варигатный. Сколько ж стоит? 12,90. Но он не полностью варигатный, уже детки не варигатные, а этот вот варигатный выходит. Вот я увидела сансеверию. Ой-ой-ой. Валя, Валя. А, она в этом. Оно все. Все вместе, мне не надо, все вместе. Вот еще такой можно купить. Вот такой. Сколько он стоит? 11,60. Ну, у тебя есть такой. Не, у меня светло-зеленый, а это темно-зеленый. А, все, значит, не такой. Ярь, ну ты ж уже сколько со мной? Ты же знаешь, что любой маленькое отличие цветов или маленьких штрихов уже приносит к этому. А вот что-то привезли на тачке. Ну и такой комплекты. Ну, пойдемте по суккулентам чуть-чуть пройдем. Не будем наших зрителей мучить. Что у нас тут? Денежных деревьев нету. Традисканция замученная. Алоэ вера. Эти. Вот это вот варигатные. Коллекционная. 5,90. Как оно растет, что растет.
непонятно, но это коллекционно. Вот, интересное, мне понравилось вот это вот. Что это такое, правда, я не знаю. Мы сейчас 6,70. Дримиопсис. Зеленый плант. Грин плант. Дальше мы можем увидеть опять адениумы и вот эти вот. Тут вот эти вот на улицах растут. Вот разные рипсалисы. Так, что еще тут можно интересного приобрести? Поставить надо, все падает. Алоэ вера упала. Вот такие вот красавцы. Гляньте, вот это сколько деток пустила, видите? Такой вот. Это детки все. Вот это красивое. Тоже такой, как набитый. Сколько такой стоит? 4,50. Как набитый, да? Такой. Места мало ему. А вот зацвел. Маленькое, некрасивое растение, а цветет очень красиво. Так, а вот это что это такое? Крупная. Пульвината. Эхиверия написано. 9 евро. Вот такое красивое, 5,50. Ладно, пойдемте дальше. Тут ничего. Вот такой у моей матери рос. Такой. Он вот эти вот сбрасывает и растет дальше. Ну, тут Вот там гортензии, Валя. гортензии еще уцененные, кстати, они 50%. Ну, тут все балконные растения. Кажется, дождь собирается. Подошли мы к папоротникам. Папоротники здесь вообще им роскошь жить. Вот такой красивый папоротник, посмотрите. Стоит всего 12,90. Колдодор какое-то название. Ну, он же тут на улице прям не растет. Не, Очень жарко. да, на улице жарко. И вот такая красота, посмотрите. Мягенькое такое папоротник. 6 евро, посмотрите. Ну, не красота. Но то, что я ищу, нету, конечно. Который еще... Вот еще такой красивый очень папоротник. Вообще. 9 евро. Ну, они все красивые тут, да? Особенно вот этот мне папоротник понравился. Он... Ой, мой ноготь такой. Ну, не, извините, некогда было еще раз сходить, маникюр делать. Сколько это стоит? Непку. 10,50. Видите, он как растет. Он в высоту растет. Ну, красивый. Очень красивый папоротник. Ну, калы сиреневые. Сколько стоит? У меня есть калы дома на балконе. 12. А вот тут с острова Пасхи привезли, видишь? Это Моаи называется. Да. А сколько стоит такая моя? 115. 115 рублей. Ну, куда ее даже? Ну, не знаю, куда. А вот такие хорошие ванночки можно на балконе, да, сажать что-то? Но с дырочками. Да в этой можно, вон, я не знаю, мойву разводить. Вот такие вот аспарагусы, 7,40. Он как лисий хвост называется. Это вот такой аспарагус у меня есть. Ну, замечательный, 5 евро стоит. Но он чуть-чуть, его кто-то покушал. Хоть столько удобрений. Вот такой красивый аспарагус, 4,50, ребят. Вот такие вот. Да, цены еще тут, как сказать. Ну, вот это японика. Вот такая, вот такая. Ну, вот видите, что-то их, ну, как бы почавкало. Дальше. Тут уцененные растения. Вот, видите, вот это вот. Никому не советую. Посмотрите. Иди, Игорь, ближе покажи. Вот уже паутинка, видите? Его постоянно кто-то ест. Это Значит, алаказия вкусный, макрориц. Или как ее нет, не макрорица. Я вспомню, мы напишем на этом. У меня такой на балконе стоит сейчас. Вот мы уехали, поставила, побрызгала. Я его каждую неделю брызгаю. И все равно вот тут между этими паутинка. Это говорит о том, что здесь паутинный клещ. Вкусные и питательные. Вот
А вот 50%. Ну, Всё, куда 50, это? а зачем оно надо? Да. Ну, тут только одна орхидея еще более-менее, а так ничего. Ну, вот эти вот, куда они? Уже А больное вот, всё. Валя, водный мир. А, да, это интересно. А Смотри. вот алаказия, видите, тут написано маркуэция. Но она старая, но она, видите, он уже пускает эти корни. Им надо просто это срезать, и она вот со ствола пойдет. А так она... Это папирус, или как ее там называют, водное тоже растение. И посмотрите, что я заметила. Вот, Уточка, Валя, уточку я заметил. Нет, папоротник называется Венерин волос. Говорит, его нельзя заливать, а он в воде стоит. Что значит Да это? тут все в воде. Вот они все в воде стоят и растут. Вон тут О, кусты просто. ну кусты, Валя, они, может, тебя не интересуют сильно, но вот был бы у тебя приусадебный участок во дворе, Да. и сразу Ну, вот бы ты такие вот заинтересовалась. везде здесь, возле кафе, возле ресторана, вот такие вот растут. Я вот заметила такое, что вот такие вот растут, я видела. А вот такие, помнишь, я отросточек, два отросточка принес, года 3 я их выращивал вот до такого состояния. Угу, Сначала в воду угу. и так далее. Ну, я говорю, если покупать, то уже покупать здоровые растения, там, ну, приусадебный участок. Вот такие фикусы здесь кругом растут. Кругом. У них вот такой лист сзади, вот снизу, видите, как будто чуть-чуть пригорел. Но они растут огромными деревьями. Вот. Дальше А идет там на выходе, стрелиция. Валя, видел тоже интересное. Но мы а сейчас щас туда посмотрим. вернемся, да. Вот здесь я имел в виду. Ух ты, персики, Ну там уже ого, взрослые деревья. пальмы, персики. А вот эти вот все еще в квартиру пойдут, Валя. Угу. Мангава. Ну, это типа, наверное, агавы, только мангава. Вот такие агавы, тут 30-50. Вот эти вот прям на улицах растут, и никому они не нужны. В принципе, ой, Игорь, мы не вмещаемся. Ящерицы. Ой, я их боюсь. Вот, дальше тут алоэ вера. Вот такая алоэ вера, посмотрите, как у нас с Игорем Ивановичем. 35-50. Да, цикосы, пальмочки. А сколько вот такая пальма стоит? У нас они очень дорогие. Вот такая. 170 я вижу уже. Вот какой может быть огромный Вот тут, Валя, цик. тоже нужно осторожно ходить между Ага. рядами. А вот посмотрите, какой огромный цикос может быть. И он уже внутри там детки полно. Ага. Вот такие пальмочки тут красивые. Ну что, все, пойдем покупки заберем. Да, пойдем. Здесь пахнет мятой, солнцем и землею. И чашка чая греет нам ладонь. Мы этот мир построили с тобою. В нем не угаснет трепетный огонь. Зеленая комната, наш тихий рай, где сердце поет и не знает печали.